Друзья мои, всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас у себя в гостях. И сегодня я к вам вот с такими замечательными перчатками. Посмотрите, какой красивый узор идет по тыльной стороне перчаток. Обрамление кос. И по центру узор из скрещенных петель, которые мы обвиваем. Обвиваем в таком шахматном порядке. Очень красивый узор. Ссылочку на этот узор я вам оставлю. Скачивайте и вяжите с удовольствием. Перчатки у меня связаны на обхват ладони 20 сантиметров. Перчаточки я вязала для своей дочери. Вот посмотрите, как выглядит. Единственное, что вот здесь вот на манжете немножко лицевая гладь закручивается. Но здесь я предлагаю связать вспомогательный ряд после наборного края изнаночными петлями. Сейчас я расскажу немного, из чего я вязала и какие приспособления я использовала. Вязала я перчатки из пряжи Nord от Drops, моточки по 50 грамм, метраж 170 метров. Расход у меня 60 грамм, то есть на пару перчаток у меня ушло всего лишь 60 грамм. Это на обхват ладони 20 сантиметров. Так, далее спицы. Я вязала спицами номер 2,5 с длиной лески 80 сантиметров, так как вязала я методом Magic Loop. Кому неудобно, пожалуйста, берите чулочные спицы и вяжите чулочными спицами. Также нам с вами необходима будет сантиметровая лента, чтобы померить обхват ладони, обхват каждого пальчика, высоту каждого пальца, высоту кисти, высоту манжет. Счетчик рядов обязательно. Понадобится дополнительная нить для того, чтобы снять петли пальца большого и петли мизинца и двух пальчиков. Это у нас средний и безымянный. Маркер начала ряда. Два маркера нам понадобится для выделения клина большого пальца. Также нам понадобится крючок. Крючок я использую здесь для подъема петель. Вот здесь вот в перемычках. Вот здесь в перемычках я использую крючок. Так, обязательно игла, ножницы и дополнительная спица. Дополнительная спица нам нужна для вот этого узора, да. То есть мы будем снимать петли и обвивать их рабочей нитью. Так, ну вот смотрите, как это все выглядит. Далее сейчас я вам покажу свои небольшие расчеты. Останавливаться на них я не буду, поскольку у меня есть отдельное видео. Ссылочку на это видео я вам оставлю в описании под видео. По данным расчетам вы можете произвести каждый для себя, для своего обхвата, по своим размерам расчеты, да, и вязать уже по своим расчетам. Плотность моего вязания 32 петли на 43 ряда, то есть 3,2 петли на 4,3 ряда, это в квадрате 1 на 1 сантиметр. Обхват кисти у меня 20 сантиметров, то есть я набираю 64 петли. Так как я вяжу методом Magic Loop, я делю на две части. 32 петли у меня на тыльной стороне и 32 петли на ладони. Узор 22 петли. Ссылочку на узор я вам также оставляю в описании под видео. Распределяю следующим образом. 3 лицевых, 2 изнаночных, 22 петли узора, 2 изнаночных, 3 лицевых. Итак, это у меня тыльная сторона. Затем вязание начинаю от манжеты. Провязываю по узору где-то высоту 8-10 сантиметров. У меня получилось 9 сантиметров, это 38 рядов. Затем я перехожу к клину большого пальца. За 22 ряда я должна прибавить 19 петель. По обхвату большого пальца у меня 7 сантиметров, то есть 22 петли. 3 петли я высчитываю. Вот здесь я их потом подниму дополнительно. Они мне нужны для того, чтобы потом поднять эти петли в перемычке и уже вязать по кругу большой палец. Все. Дальше, девочки, по пальчикам, по отдельным пальчикам.
Вот я примерно зарисовала вам схему: мизинец, безымянный, средний и указательный. То есть я все петли разделила в соответствии с размерами своего пальца. Здесь у меня указано, сколько петель уходит на каждый пальчик. Вот здесь в перемычках с каждой стороны я буду набирать по 2 петли. То есть перемычка у меня 2 петли. И плюс к этим петлям я еще набираю по одной дополнительной петле. Дальше я вам покажу и скажу, для чего я это делаю. Так, все отвязала на высоту своих пальчиков. Также расчет вы можете посмотреть. У меня видео по расчетам для вязания перчаток. Как я рассчитываю вот эти вот все петли. Так, ну все, девочки. Это все, что нам необходимо с вами для работы. Теперь, кому понравились эти перчаточки, остаемся со мной и переходим вязать. На спице 2,5 обычным способом я набираю 65 петель, то есть 64 основных и 1 петля для замыкания в круг. Итак, набираем 65 петель. Набрали 65 петель. Теперь делим пополам. На одной стороне мы отсчитываем 32 петли, на второй у нас останется 33. Итак, 32 это 16 пар у нас, да, отсчитываем. Раз, 15, 16. Все, здесь перегибаем леску и распределяем, протягиваем леску сквозь петли, чтобы у нас петли все оказались на спице. Распределяем спицы следующим образом. На второй спице у нас конец наборного края, вот он хвостик, и на первой спице это начало наборного края. На первой спице петли у нас смотрят как по лицевой стороне на нас, на второй спице как по изнаночной. Так, теперь с нитью. Рабочую нить мы заводим влево, кончик у нас остается справа. Обязательно смотрите вот здесь, чтобы не перекрутились петли, вот здесь. И приступаем с вами к соединению вязания в круг. Так, вот так петли чуть-чуть к краешку подтягиваем. И вот эту последнюю петлю, которую мы набрали, 65-ю, аккуратненько со второй спицы перекидываем на первую спицу. Придерживаем, вынимаем вторую спицу, вытягиваем и замыкаем вязание в круг. Кончик придерживаем и вводим спицу под первую петлю, крайнюю, вернее, да, которую мы сейчас пересняли, под нее и захватываем стеночку первой петли и как бы ее вытягиваем и спускаем, вот, и возвращаем петлю на место. Кончики подтянули и приступаем к вязанию. На первой спице у меня будет тыльная сторона ладони, то есть та сторона внешняя с узором, и провязываем по схеме. Первые 3 петли у меня лицевые. Раз, 2, 3. То есть мы сейчас вяжем как бы вспомогательный ряд. 2 изнаночных, 2 изнаночных, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночных, 1, 2. Далее у нас идет скрещенная лицевая, 2 изнаночных. Так, аккуратненько. Ниточка немножко иногда бывает поддеваешь, она расслаивается. Скрещенная лицевая, скрещенную лицевую вяжем за левую стенку, 2 изнаночных, скрещенная лицевая, 2 изнаночных,
и скрещенная лицевая, 2 изнаночных. Скрещенных лицевых у нас должно быть 4. Далее 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночных и 3 лицевых, 1, 2, 3. Все, разворачиваем вязание и петли ладони провязываем полностью все петли лицевыми. Провязали вспомогательный ряд после наборного края, и теперь начинаем вязать с первого ряда. Берем счетчик рядов и начинаем с первого ряда по схеме узора. Схему я вам оставлю в описании под видео. Здесь я вот просто зарисовала для себя. Итак, вот у нас 22 петли нашего раппорта узора в ширину и 8 рядов в высоту. Вот 8 рядов в высоту. И далее продолжаем с первого ряда. Начинаем с тыльной стороны. Первый ряд провязываем 3 лицевых петли. 1, 2, 3, 2 изнаночных, 1, 2, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночных. Узор несложный, здесь такие скрещенные петли и перекрещивание петель. И вяжем скрещенная лицевая, 2 изнаночных, 1, 2, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночных и 3 лицевых. Переходим на ладонь и все петли ладони провязываем лицевыми петлями. Следующий второй ряд провязываем таким же образом, то есть так как у нас лежат петли, как мы сейчас провязывали первый ряд. Итак, вяжем первый, второй ряд и на третьем ряду с вами встречаемся. Навешу маркер для обозначения начала ряда, да, чтобы нам ориентироваться на маркер. Итак, девочки, третий ряд. В третьем ряду мы делаем перехлесты в боковых косичках и обвитие петель по центру скрещенных петель. Итак, провязываем третий ряд, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, и затем перекрещиваем 4 петли с наклоном влево. Я провязываю следующим образом, перекрещиваю, снимаю первые 2 петли, следующие 2 провязываю, спереди левой спицей подхватываю снятые, вынимаю аккуратненько, сзади переснимаю провязанные и провязываю 2 петли с левой спицы. Вот, перекрестила 4 петли с наклоном влево. Далее 2 изнаночных, скрещенная лицевая, 2 изнаночных
И смотрите, центральные 4 петли, скрещенная 2 изнаночных, скрещенная лицевая, я должна обвить. Для этого я использую дополнительную спицу, переснимаю на нее эти 4 петли. Аккуратненько придерживаю и рабочей нитью против часовой стрелки 3 раза обвиваю. 1, 2, 3. Затем эти 4 петли снова возвращаю на левую спицу. Аккуратненько, вернее на правую спицу, с левой аккуратно спицей, чтобы не соскочили наши петли. Итак, возвращаю эти 4 петли снова на правую спицу. 1, 2, 3, 4. Все. И дальше продолжаю вязать. У меня это 2 изнаночных петли, скрещенная лицевая, 2 изнаночных петли и следующие 4 лицевых петли перекрещиваем с наклоном вправо. Для этого я нить завожу вперед, переснимаю первые 2 петли, следующие 2 провязываю лицевыми, затем сзади подхватываю левой спицы петли, которые я пересняла, спереди придерживаю, вынимаю спицу и переснимаю петли, которые провязала, и затем провязываю с левой спицы 2 петли, которые я пересняла не провязанные. Все, далее 2 изнаночных и 3 лицевых. Итак, третий ряд у нас готов. Петли ладони провязываем без изменений лицевыми петлями. Мы их провязываем все время лицевыми петлями. Четвертый ряд узора вяжем так, как у нас лежат петли. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные провязываем изнаночными. То есть все вяжем по рисунку. Узор несложный, так что я думаю, что с ними справитесь вы все. Итак, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, петли, которые мы обвили, также вяжем, как они у нас и лежат. Скрещенная лицевая, 2 изнаночных и скрещенная лицевая. Все, далее 2 изнаночных, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, четыре лицевых, это наша косичка, 2 изнаночных и 3 лицевых. Все, петли ладони провязываем так, как они у нас лежат, все лицевые петли. Следующий, пятый, так, это у нас с вами 4-й, да, ряд мы с вами вяжем. 4-й вяжем, 5-й, 6-й вяжем так же, как и 4-й. То есть у нас практически все ряды одни и те же, кроме тех рядов, где мы делаем перекрещивание в косичках, вот в крайних косах. Будем чередовать. Сейчас мы делали наклон влево, в следующем перекрещивании наклон вправо. Опять влево, вправо. И то же самое во второй косичке. И также обвитие петель по центру. Обвиваем сначала центральные 4 петли, потом крайние. Вот в 7-м ряду. Сейчас я покажу, и дальше уже будете вязать самостоятельно. 7-й ряд нашего узора. Провязываем первые 3 лицевых. В 7-м ряду мы делаем перекрещивание и обвитие. Так, 4 петли нашей косы. В 3-м ряду мы делали перекрещивание с наклоном влево. Сейчас же делаем перекрещивание с наклоном вправо. Нить завожу перед собой, переснимаю 2 петли, затем провязываю 3-ю, 4-ю, сзади подхватываю левой спицей петли, которые я пересняла,
Спереди аккуратненько петли придерживаю и переснимаю на правую спицу петли, которые провязала. И затем провязываю с левой спицы первые 2 петли. Все, перекрестила. Далее провязываю 2 изнаночных. И следующие первые 4 петли, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, скрещенная лицевая, я обвиваю. Опять же беру вспомогательную спицу, это у меня обычная чулочная спица, 2,5, переснимаю на нее петли, аккуратненько спереди придерживаю и против часовой стрелки обвиваю 3 раза. 1, 2, 3. Все. А затем переснимаю эти петли с чулочной спицы или со вспомогательной спицы на правую спицу. 1, 2, 3, 4. Все. Далее провязываем 2 изнаночных. 1, 2. И перекрещиваем следующие 4 петли. Опять же переснимаем на вспомогательную спицу и аккуратненько обвиваем против часовой стрелки 3 раза. 1, 2, 3. И переснимаем эти петли на правую спицу. 1, 2, 3, 4. Все, спицу убираем и продолжаем вязать дальше. У нас дальше 2 изнаночных и наша косичка. В 3-м ряду мы перекрещивали петли с наклоном вправо. Теперь будем перекрещивать с наклоном влево. Первые 2 петли я переснимаю на правую спицу не провязанными. Далее провязываю 3-ю, 4-ю. Затем левой спицей спереди подхватываю снятые. Сзади правой переснимаю провязанные. И затем провязываю с левой спицы 2 петли, которые мы пересняли не провязанными. Все, 2 изнаночных и 3 лицевых. Итак, вот мы с вами провязали 7-й ряд. Петли ладони вяжем все лицевыми. И смотрите дальше. После 7-го ряда мы с вами должны провязать еще 8, 9 и 10 ряды без изменений. То есть так, как у нас лежат с вами петли. По сути, мы с вами сейчас провяжем 8 ряд, и мы провязали высоту раппорт узора с 1 по 8 ряд. 8 ряд провяжите и дальше повторяем с 1 ряда. В принципе, узор не такой сложный. Единственное, нужно ввести для себя учет рядов, в которых вы перекрещиваете петли и обвиваете петли. Так, все, девочки, дальше вяжем на необходимую вам высоту манжеты. У меня это 38 рядов, где-то 8 сантиметров будет. И уже встретимся. Отвязала манжету. Манжета у меня составляет 9 сантиметров. Это 38 рядов, как я и говорила. Так, вот такая длинная получилась, видите, манжета у меня. Думаю, что это достаточно. Так, под куртку, под шубку, под пальто будет прикрывать руку. После манжеты я начинаю вывязывать клин большого пальца. Обхват пальца у меня 7 сантиметров. По расчетам я должна прибавить 19 петель. Прибавляю я, начиная вот с одной петли. Прибавки делаю в каждом 2-м ряду по своим расчетам. Еще раз напомню, есть отдельное видео, ссылочку я вам оставляю в описании под видео по расчетам.
Итак, за 22 ряда я должна прибавить 19 петель. После последней прибавки я еще провяжу 3 ряда лицевой глади. Все, теперь переходим конкретно к вывязыванию клина большого пальца. Так, это у меня уже пойдет 39 ряд, но я сбрасываю счетчик и начинаю с первого ряда, чтобы мне было удобно считать ряды для клина большого пальца. Тыльную сторону провязываю по схеме узора и дальше перехожу на ладонь. Вязать я буду правую перчатку. Левую перчатку вяжем в зеркальном отображении. Итак, провязываем тыльную сторону и переходим на ладонь. Перешла на ладонь и провязываю следующим образом. Смотрите, так как я вяжу правую ладонь, я сначала провязываю 3 лицевых петли. Эти петли я трогать не буду, они у меня будут постоянные. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы у нас тыльная сторона не съезжала на ладонь. Итак, провязываю 3 лицевых петли. 1, 2, 3. И вешаю маркер. Здесь у меня будет клин большого пальца. Из протяжки я буду вывязывать, прибавлять петлю. Накидываю протяжку сзади и на спицу и за заднюю стеночку провязываю скрещенной лицевой петлей. И дальше вяжу все. Так, девочки, дальше. Забыла повесить маркер. Так, повесили, после этой прибавочки повесили маркер. И уже дальше вяжем все петли лицевыми до конца ряда. Для левой перчатки мы делаем все в зеркальном отображении. То есть от начала справа налево провязываем все петли, не довязывая 3 петли. Не довязали 3 петли, повесили маркер, сделали также одну прибавочку, повесили маркер и довязываем 3 лицевых петли. И таким образом мы будем делать с вами прибавки. Итак, довязываем до конца ряда. Следующий ряд у нас будет четный, да, второй ряд. Во втором ряду в четном прибавки мы не делаем, провязываем все петли лицевыми. Сейчас я именно говорю про ладонь. По тыльной стороне, тыльную сторону вяжем по схеме узора. К схеме узора я уже возвращаться не буду. Буду работать только именно с клином подъема для большого пальца. Третий ряд. Отвязали тыльную сторону по узору и переходим на ладонь. В третьем ряду я делаю прибавки. Итак, я провязываю сначала первые 3 лицевых. Они у нас неизменные. Маркер. И после маркера делаю прибавку с наклоном влево. Да, получается. Итак, поднимаю протяжку, накидываю сзади на спицу. И за заднюю стеночку провязываю скрещенной лицевой петлей. Далее лицевая, это та петля, которую мы уже поднимали. И следующая прибавка. Спереди накидываю на спицу. И за переднюю стенку провязываю скрещенной лицевой петлей. Итак, мы сделали 2 прибавки. Маркер. И дальше вяжем до конца ряда, то есть петли ладони, все лицевыми. Аналогично также и с левой перчаткой, только у нас будет находиться клин большого пальца в конце. Если кто вяжет чулочными спицами, клин большого пальца у нас располагается на 3-й спице, а клин большого пальца для левой перчатки на 4-й спице. Так, следующий ряд я вяжу
четвертый, без прибавок. То есть тыльную сторону провязываю по схеме узора и все петли ладони провязываю лицевыми петлями. Пятый ряд прибавок. Провязываю 3 лицевых, маркер и делаю после маркера делаю прибавку. Поднимаю протяжку, сзади накидываю на спицу и за заднюю стеночку провязываю скрещенной лицевой петлей. Здесь у нас уже по центру 3 петли провязали, и перед маркером делаем прибавку. Протяжку накидываем на спицу спереди и за переднюю стеночку провязываем скрещенной лицевой петлей. Провязываем за переднюю стеночку, и вот она у нас направлена вправо. Маркер, и далее все петли ладони провязываем лицевыми петлями. Итак, я вяжу 22 ряда. 5 рядов я уже отвязала и довязываю остальные. Последняя прибавка у меня будет в 19 ряду, и после 19 ряда я провяжу еще 3 ряда лицевой глади, и будет у меня 22 ряда, как раз по моим подсчетам. Отвязала клин для большого пальца, набрала необходимое количество петель, в моем случае это 19 петель. В следующем ряду снимаю петли пальца на дополнительную нить. Так, тыльную сторону провязала по схеме узора. Не забываем про узор. Первые 3 петли я провязываю. 1, 2, 3. Все. Снимаю маркер. Беру иглу с дополнительной нитью и переснимаю петли пальца. Здесь можете использовать крючок, то есть используем различные способы, которые вам удобны. Сняли петли пальца на дополнительную нить. Ниточку можно завязать, если она у вас длинная, можно оставить не завязанной. Далее я набираю 3 дополнительных петли. Я их учитывала при своих расчетах. Набираю обычным способом. 1, 2, 3. Все. 3 петли дополнительных набрала. Но, девочки, сразу учитывайте, что эти 3 петли мы через 2 ряда будем убавлять, поскольку общее количество петель при добавлении этих 3 петель у нас увеличилось. Так, и дальше вяжем все петли до конца ряда, то есть петли ладони, лицевой гладью. В следующем ряду, после того, как мы набрали петли, сняли петли пальца, вяжем лицевой гладью все петли ладони. Вот эти 3 петли, они у нас туговатые, и провязываю я их за переднюю стеночку. Аккуратненько. 1, 2 и 3. Все, следующую вот эту крайнюю петлю подтянуть, и дальше вяжем лицевой гладью. Так, это мы закрепляющий ряд, и еще провязать нам надо 2 ряда, и затем будем убавлять эти 3 петли. Теперь делаем убавки. Провязываем 2 лицевых петли, у нас было 3, провязываем 2, а третью петлю провязываем с первой петлей, которую мы с вами набрали. Для этого я разворачиваю петли левой стенкой к себе и провязываю их вместе с наклоном влево. Затем 1 лицевая и следующие 2 петли, это третья петля, которую мы подняли, и петля нашей ладони, провязываем их вместе с наклоном вправо. Все.
Вот 2 петли мы уже убавили. И в следующем ряду мы убавим еще 1 петлю. Дальше вяжем лицевой гладью петли ладони. И, конечно, тыльную сторону не забываем про узор. В следующем ряду мы убавим еще 1 петлю. Итак, провязываем первые 2 лицевых, а следующую, третью лицевую, провязываем с последней петли, которую мы набрали. Да, у нас вот она осталась центральная. По центру с краев мы уже по одной убавили. Итак, развернула, и вот таким образом я провязала их вместе, как бы с наклоном влево. Итак, вот мои 3 петли и следующие. Все. То есть 3 петли, которые я набрала дополнительно, я их убавила. И сейчас у меня осталось такое же количество петель, то есть 32 петли. И дальше я вяжу по кругу на высоту, которую мне необходимо, до основания мизинца. Так, сейчас я довяжу вам и покажу. Многие зададутся вопросом, для чего нужны эти 3 петли. В принципе, вы можете их не вязать, но я сейчас как бы стараюсь их вязать для, скажем так, анатомической посадки. Вот, посмотрите, видите? Вот здесь. То есть вот эта часть у нас всегда бывают какие-то с ней проблемы. Бывает, тыльная сторона съезжает туда, как-то неудобно немножко, дискомфорт чувствуется. Ну вот сейчас мы их отвязали, сделали вот такой мысочек. Все, он практически он не заметен, и вяжем дальше. Теперь необходимо отвязать до основания мизинца. До основания мизинца. Или, как мы говорим, до перемычки мизинца и безымянного пальца. В моем случае вот эта высота составляет, лучше на ладони, наверное, показать, да? Итак, вот до основания мизинца я должна довязать. И в моем случае эта высота составляет 4 сантиметра, то есть 18 рядов я должна отвязать. Из этих 18 я уже отвязала 4 ряда, следовательно, мне еще осталось отвязать 14 рядов. Итак, вяжем высоту до основания мизинца. Не забываем, девочки, по схеме узора вязать тыльную сторону, чтобы у нас рисунок не сбился. Все, и дальше будем переходить уже к пальчикам. Довязала до основания мизинца, и сейчас я буду перекидывать петли мизинца на дополнительную нить, и затем провяжу еще высоту где-то 1 сантиметр, 4 ряда у меня будет до основания остальных 3 пальчиков, так как вы видите, да, что мизинец у нас находится расположен ниже, чем остальные 3 пальца. И затем перейду к вывязыванию сначала указательного пальца, затем среднего, безымянного, и последний уже у меня будет мизинчик. Итак, вот таким образом у меня выглядит узор. Так, все. Так, девочки, все, переходим сейчас от начала ряда. Еще один ряд я свяжу вот здесь по узору. Смотрите, я в 17 ряду сделала обвитие и перекрещивание петель. И чтобы у меня чуть-чуть был повыше, сейчас я этот ряд также провяжу по схеме узора, то есть так, как у меня лежат петли. А затем буду вязать все лицевыми петлями, то есть петли ладони и тыльную сторону буду полностью вязать лицевыми петлями. Итак, провязываем полностью тыльную сторону, затем провязываем петли ладони, не довязывая 7 петель. По моим расчетам мне нужно не довязать 7 петель. Провязала тыльную сторону, петли ладони и не довязала 7 петель.
это мои 7 петель, отведенных на мизинец. Теперь, смотрите, девочки, я перекидываю на дополнительную нить 7 петель мизинца со стороны ладони. Так, вот. И сразу набираю 2 петли для перемычки между мизинцем и безымянным пальцем. Раз петля, 2 петли. Итак, у меня в перемычках будет по 2 петли. Теперь перехожу на тыльную сторону. Так, сейчас я быстро. И также с этой стороны я снимаю 7 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Проверяем. 2, 4, 6, 7. Все. Так, можно завязать ниточку, но так она длинненькая, думаю, что не упадут. Всё. Далее замыкаю вязание в круг. Петли для перемычки я уже набрала и вяжу еще 4 ряда. Так, вот здесь вот петли подтянуть. Так, девочки, все, закончили вывязывать. 4 ряда провязала и провязала еще все петли тыльной стороны. Теперь со стороны ладони я буду переснимать петли для указательного пальца. А петли, которые у меня отведены на средний и безымянный, мы снимем их на дополнительную нить. Итак, у меня для указательного пальца отведено со стороны ладони 10 петель и с тыльной стороны 9 петель. Итак, провязываю 10 петель. Раз, два, 9, 10. Перемычка у меня 2 петли. Сразу я набираю на перемычку. Раз петля, 2 петли. Петли среднего и безымянного пальца я снимаю на дополнительную нить. У меня это 15 петель. Плюс еще 1 петля вот здесь вот, которая идет из перемычки между мизинцем и безымянным пальцем. То есть у меня 16, здесь 16 петель. Снимаю их на дополнительную нить. Переходим на тыльную сторону. Из перемычки, вот здесь из этой перемычки между мизинцем и безымянным пальцем мы поднимали 2 дополнительных петли. Одна ушла на ладонь и одна у меня вот здесь на тыльной стороне, да, я их разделила. Итак, и по подсчетам у меня 16 петель, еще плюс 1, 17 петель. Я снимаю 17 петель. Раз, два, 3, 4, 5. И остается, у нас должно остаться 9 петель. Раз, два, 3, 4, 8, 9. Да, все правильно. Расчет у нас верный. Все, снимаю ниточку, вот так вот подтягиваю, чтобы она нам не мешала. И приступаю к вывязыванию указательного пальца. 2 дополнительных петли мы набрали. Все. И дальше, девочки, вяжем по кругу. Здесь вот в перемычке подтягивайте. И дальше мы вяжем по кругу на высоту нашего указательного пальца. У меня высота указательного пальца, сейчас я вам скажу, 7,5 сантиметров. Я должна провязать по своей плотности 32 ряда. Причем из этих 32 рядов, так, вот эти вот петли аккуратненько, девочки, которые набрали на перемычку. Вот. Из этих 32 рядов я 3 ряда отдаю на формирование мыска, да, или на закрытие пальчика. Все, вяжем по кругу,
высоту пальца. Так, девочки, вот смотрите, отвязала. Подушечка пальца у меня по сути закрыта, но еще ноготь, да, то есть мы обязательно учитываем длину своих ногтей. Так, 32 ряда я не довязала, 3 ряда, то есть 29 рядов я отвязала, и сейчас буду закрывать мысок пальчика. Первый ряд закрытия. Провязываю петли следующим образом. Сначала провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо, затем 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 1 лицевая. И так я вяжу до конца ряда. 2 петли, 1 лицевая. Вот видите, у меня осталась 1 петля, я ее перекидываю на следующую спицу. Разворачиваю вязание и также закрываю. 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая. Если останется 1 лицевая, ее просто провязываем лицевой. Второй ряд провязываю все петли лицевыми. Третий ряд закрытия. В третьем ряду я провязываю по 2 петли вместе с наклоном вправо. По 2. 2, 2, 2. Вот остается у меня 3. Перехожу на вторую сторону. И также провязываю по 2 вместе. Если остается 1 петля, ее просто провязать лицевой. Все, девочки, мы закрыли макушку. Теперь оставляем кончик сантиметров 10-15. Берем иглу. Вдеваем нить. И пропускаем иглу через все петли. То есть здесь уже как бы обычная, да, стандартная. Собираем на иглу все петли. Так, 3. Еще 4. Раз, 2, 3, 4. Все. Теперь, как и делаем мы в перчатках, на больших пальцах, да, в рукавичках, еще раз можно закрепить. Через эти же петли пропустить иглу. И выводим кончик на изнаночную сторону. Аккуратненько. Здесь можно себе помочь. Закрепляю я кончики уже в последнюю очередь. Просто сейчас выведу. Все, кончик вывели. Все, пальчик один у нас готов. Примерим. И вот такая вот, смотрите, интересное такое закрытие, да, получается. Ровненько, аккуратненько. Так, вот накаточек у меня. То есть все у меня хорошо. Все, переходим к следующему пальчику. Это у нас с вами средний палец. После безымянного, указательного идет средний палец. В этих пальцах можно запутаться иногда. Так, набираю петли от указательного, иду влево, да, то есть справа налево со стороны ладони. Итак, у меня на среднем пальце 8 петель со стороны ладони, 8 петель.
переснимаю я 8 петель с нити с дополнительной на спицу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Пересняла. Вот здесь можно, девочки, уже нить убрать со стороны среднего пальца. Вот они. Итак, 8 петель я подняла, и с тыльной стороны ладони у меня должно быть 9 петель. Можем отсчитать со стороны, будем считать с левой стороны. То есть у меня должно быть 9 петель. Отсчитываю 9 петель. 2, 4, 6, 8, 9. То есть вот здесь. Вот здесь, с этой стороны я набираю петли. 9 петель. Ниточку можно убрать аккуратненько, чтобы она вам не мешала. Она нам, в принципе, здесь и не нужна. Подняли петли среднего пальца. Сейчас нам необходимо поднять из перемычки 2 петли. Вот они, 2 петли, которые мы набирали. Их хорошо видно. Вот основание одной петли, вот основание другой петли. Но я подниму еще одну дополнительную петлю вот с этой стороны, чтобы не было крупных дырочек. Потому что я пробовала уже, у меня все равно получается вот здесь дырочка. Вы смотрите сами. Если у вас все хорошо получается, в принципе, вам можно и не поднимать. Я подниму еще одну петлю. Думаю, одна петля мне не испортит ширину пальца. Да, из-за одной петли болтаться не будет. Поднимать буду с помощью крючка. Этот способ я уже пробовала ранее. В прошлом году я выкладывала видео по коричневым рукавичкам с аранами. И вот там я пробовала этот способ. Ну, как-то сначала он мне не пошел. Но вот здесь я все-таки решила к нему вернуться. И, в принципе, так неплохо все получилось. Итак, девочки, смотрите. Вот у нас первая петля дополнительная. Вот вторая. Вводим в основании, вот здесь вот прям в петлю, крючок. Вытягиваем петлю и оставляем ее. Прям вытягиваем. Затем переходим вот сюда. Видите? Вот у нас, вот она, перемычка, где обычно бывают дырочки. Некоторые провязывают их скрещенной петлей, но у меня тоже получается дырочка. Я решила все-таки вернуться к этому способу. Его, кстати, я тоже посмотрела в интернете. Вот у нас перемычка, протяжка, да, и я подхватываю вот эту петлю как раз под протяжкой и захватываю петлю, которую я вытянула. Аккуратненько там придерживаем нить и вытягиваю ее через эту петлю, через нижнюю. Так, здесь подтягиваем хвостики, и эту петлю я накидываю на спицу. Все, вот так. И начинаю вязать. Петля провязанная у нас, я ее просто перекидываю. Так, девочки, сзади вот этот хвостик поддержать лучше. Все, дальше вяжу лицевыми петлями. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, и здесь у меня будет соединение, перемычка, да? Я набираю 2 петли. Раз петля, 2 петли между перемычками. Все, перехожу на тыльную сторону. Там дальше, когда провяжем, через несколько рядов можно уравновесить и вот эти 2 петли одну скинуть на другую, на спицу,
чтобы у вас было равное количество петель. Ну, плюс-минус, да, 1 петля. Так, все, дальше провязываю по тыльной стороне ладони петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. И перехожу снова вот к этой перемычке. Да, к перемычке. И поднимаю снова петли. Начинаю я вот с этой протяжки. Вот она, видите, протяжка. Вот. Я беру вот стеночку под протяжкой петли, то есть на ряд ниже. И ввожу не в нашу петлю, а вот сюда чуть-чуть правее. Чуть-чуть на ряд ниже опускаюсь. Так, сейчас, девчата, чуть-чуть неудобно мне. Так. Подняла стеночку петли. И вот сюда. Раз, подхватила петлю. И точно так же вот протянула ее. Вот видите, все равно петелька, петля немножко вытянутая. Получается, вот такая вот проблема есть, да? Если кто вяжет слабо, я вот вяжу более слабже. Так, и сейчас вот 3-ю петлю я вытягиваю вот из этой первой петли, которую мы набирали на перемычку. Все. Того у меня вместо 2 петель будет 3 петли. Вот здесь вот есть такая, но она небольшая, да, дырочка. В принципе, можно вот здесь подтянуть стеночку, стенки соседних петель. Все, и переходим дальше вязать по кругу. Так, тут вот у нас набранные петли тоже немножко. Первые 2 ряда будет не очень удобно. Так, все, девочки, придерживаем кончик, подтянули вот кончик начальный, да, которым мы присоединяли нить, и начинаем вязать. Вяжем по кругу на необходимую высоту. У меня высота среднего пальца 8,5 сантиметров, опять же с учетом ногтя. Я должна отвязать 36 рядов, но я отвяжу минус 3, это получается 33 ряда, да, и 3 ряда также закрытия сделаю, как и на указательном пальчике. Все, вяжем и дальше перейдем вязать уже безымянный палец. Так, вот отвязала я, девочки, средний пальчик. Так, и что у нас вот здесь, посмотрите, между пальчиками, да, в перемычках. Ну, так, в принципе, я думаю, что неплохо. Таких крупных дырочек нет у нас вот здесь вот. Вот здесь вот, да, маленькая есть, но она не такая крупная. После ВТО здесь в составе альпака может разойтись, покроет вот эти вот дырочки. Ну, таких крупных дырок нет, как обычно вот бывает, да. Так, все, теперь переходим к безымянному пальцу. У нас остались вот петли, все их мы переснимаем, делим петли пополам. Вот здесь, смотрите, где у нас была перемычка, да, 2. Одна пойдет у нас на ладонь и одна пойдет петля на тыльную сторону. Итак, переснимаем петли. Пересняла петли безымянного пальца. У меня по расчетам по 7 петель с тыльной стороны, со стороны ладони, и плюс еще 2 петли с перемычки. Вот у нас была перемычка, мы набирали 2 петли по 1 петле. Итого у меня по 8 петель. Далее действуем, девочки, тем же самым образом, как и с средним пальцем. Набираем вот здесь петли из перемычки. Здесь у нас 2 петли, но я набираю 3. Как я это делаю, я вам уже показала. Все. Также вяжем на необходимую высоту. Закрываем
за 3 ряда. Все. И у нас пальчик готов. И останется у нас мизинчик. С мизинчиком действуем так же, как и с остальными пальчиками. Я уже на этом останавливаться не буду. Думаю, здесь уже не так сложно, поскольку указательный и средний палец мы с вами вместе отвязали. Так, все, дальше вяжем и переходим к большому пальцу. Так, девочки, все отвязала я, посмотрите, безымянный пальчик и мизинчик. В мизинчике можно закрывать не за 3 ряда, а сразу за 1 ряд, так как у нас в мизинчике меньше всего петель. Отвязала и перехожу к большому пальцу. Также сняла все свои петли. У меня здесь 19 петель на спицы. И действую тем же способом по подъему петель. Поднимаю петли из перемычки. На перемычке у меня было набрано дополнительно 3 петли. Вот эти 3 петли я высчитывала из общего количества пальцев. У меня 22 петли было на пальце, минус 3 петли, поэтому 19 петель. Вот здесь я поднимала по клину. Итак, сейчас я должна поднять 3 петли, но, как я вам и говорила, я еще буду поднимать еще одну дополнительную петлю. Беру крючок и ввожу. Вот у меня 3 петли. 1, 2, 3. Я ввожу в крайнюю, в основание и вытягиваю нить. Вернее, вытягиваю петлю. Вытянула петлю, так, кончик. И теперь перехожу вот к этой протяжке. Вот у меня протяжка. Я беру стеночку петли на ряд ниже, подхватываю петлю, которую вытянула, и протягиваю ее через эту петлю. Все. Вот она у меня, видите? Так, спица. Следующая у меня спица. Кончик придерживаю, переснимаю и вяжу все петли лицевыми до начала перемычки. Дошла до перемычки, до начала перемычки. Смотрите, вот у нас протяжка. Я опускаюсь как раз вот петля под протяжкой. Сразу подхватываю стеночку этой петли аккуратненько и ввожу не в самую крайнюю, а вот сюда, чуть-чуть правее. Вытягиваю петлю и протягиваю ее через стеночку петли. Вот, все. И переснимаю на спицу. Вот. Еще одна. И теперь вот у меня остались 2 петли. Первая и вторая. Ввожу и спицу в основание. Вытягиваю петлю. Накидываю на спицу. Подтягиваю. Это 3-я. И следующая вот здесь рядышком будет 4-я. Итого у меня вместо 22 петель 23 петли. Если вам это много, в принципе, через пару рядов можно убавить 1 или 2 петли, так же как мы делали вот здесь вот в мыске. Все, и дальше я вяжу так же, как и остальные пальчики все, вяжу по кругу. Высота пальца у меня 6,5 сантиметров. Я должна отвязать 28 рядов. Я вяжу 25 рядов, и 3 ряда у меня будет закрытие. Все. Дальше вяжем по кругу, закрываем за 3 ряда петли пальца. Вот, девочки, закончили мы вывязывать с вами перчатки. Я уже провела
влажно-тепловую обработку, спрятала все кончики по изнаночной стороне. К сожалению, у меня нет блокаторов для перчаток, поэтому вот здесь кажется, что узор немножко стягивает, но это не так. Я по возможности вот так распрямила узор. И, естественно, лучше, конечно же, если сушить перчатки на блокаторах. Так, как у нас выглядят перчатки на руке? Давайте мы с вами сейчас оденем их. Вот так у нас выглядят перчатки. Посмотрите, как красиво. Да, какой великолепный узор. И извечный вопрос, который все постоянно спрашивают, как вот здесь выглядит в перемычках, да, между пальцами. Есть ли дырочки? Ну, вот с таким вот способом, я думаю, что здесь таких крупных дырок нет. И мне, в принципе, все нравится. Надеюсь, данный мастер-класс оказался для вас полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и включайте уведомления, чтобы не пропустить мои новые видео. И обязательно, девочки, сохраняем свои работы под хэштегом, который вы видите на экране. Мне будет очень приятно посмотреть на ваши работы. Всем дружных спиц, веселых петелек. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.